Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы подводим итоги прошедшего второго уже месяца, это февраль 2026 года, и будем говорить о рынке жилой недвижимости города Киева. Традиционно будем разбираться с процессами, которые я наблюдал благодаря статистическим данным, которые мне любезно предлагает или предоставляет компания Olymp Consulting. И через призму времени и цифр попробуем разобраться, что происходило с недвижимостью на первичном рынке, друзья, на вторичном рынке. И также поговорим в разрезе классификации, что происходило на рынке недвижимости. Также, друзья, в конце видео, традиционно подводя итоги, поговорим о тенденциях длиною в 1 год, то есть период сравнения у нас будет 12 месяцев, будем сравнивать февраль 2026 года с февралем 2025 года. И, конечно же, я сделаю краткосрочный прогноз, друзья, до конца первого квартала, то есть, по сути дела, еще 1 месяц остался до конца марта 2026 года. Ну, многие мне говорят: Андрей, ну это ж не прогнозы. Согласен, это краткосрочный прогноз. На сегодняшний день достаточно много внешних факторов, которые я просто не могу знать. Именно поэтому я говорю о краткосрочных прогнозах. Друзья, досмотрите видео до конца, я думаю, что будет интересно. А теперь переключаю на показ, так сказать, слайдов и попробуем вместе с вами разобраться в процессах, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Киева. Перед вами, друзья, карта центральной части Украины, куда входят 5 крупных областных городов и центров. Сегодня мы говорим о городе Киеве. Период сравнения будет у нас на данном слайде. Это колебательные процессы. Сравниваем январь месяц с февралем месяцем 2026 года. Итак, население, друзья, довоенное 2 миллиона 950 тысяч. Ну вот, давайте порассуждаем сначала о населении. Почему? Потому что мы же говорим о рынке недвижимости, а рынок недвижимости это равняется люди, которые живут в этой недвижимости. По-другому не бывает. Так вот, когда я уезжал с города Киева, в ноябре 2025 года город был явно перенаселен, переполнен приезжими людьми, так называемые мигранты. То есть это люди, которые мигрируют внутри страны. Почему внешние контуры страны закрыты, границы закрыты, и люди вынуждены, естественно, переезжать внутри страны. Это называется миграция. То есть, по моему предположению, было порядка, может быть, даже 3 миллиона 400 тысяч. То есть, очень много машин, очень много людей визуально было на улице, в метро, в городском транспорте и так далее. То есть я достаточно давно живу в Киеве, или жил в Киеве. Я, в общем-то, могу отличить общее количество людей, хотя бы визуально, оно увеличилось. Так вот, вы помните, что с ноября 2025 года, почему привязал именно к ноябрю, потому что уехал, да, сейчас не могу говорить сколько, больше, меньше, только использую информацию, которую получаю из открытых источников. Как только начались массовые обстрелы всех крупных областных городов центра, включая Киев, по-моему, это месяц назад, да, Кличко, если ошибаюсь, напишите, но тут же не суть важно, месяц назад или полтора, заявил, что порядка полмиллиона людей выехало из города Киева. Ну, я понимаю, что они по мобильным телефонам, в принципе, это можно следить несложно. То есть, предположим, что довоенное население 3 миллиона, потом, как я говорю, приехало полмиллиона, 3,5 миллиона. То есть, скорее всего, сейчас осталось в городе Киеве довоенное население, где-то 2 миллиона 900 тысяч. Я так это предполагаю. Ну, если не прав, напишите. В Киеве друзей много осталось, живут, как ваше, так сказать, соображение на это.
сколько больше людей, чем до войны, или меньше осталось в Киеве. Дальше. Количество предложений. Мы говорим о рынке жилой недвижимости. Это первичный, вторичный рынок. В феврале месяце мы зафиксировали, ну, это я и компания Lim Consulting, чтобы вы понимали, у меня не раздвояется личность, да, то есть у меня все нормально с этим. Поэтому я наблюдал на рынке количество предложений благодаря статистическим данным, которые предлагает мне любезная компания Lim Consulting, которая обрабатывает, естественно, программа Olymp News, разработчиком, скажем так, и собственником, которой являюсь я. То есть у меня есть авторское право и патент на данный программный продукт. Итак, 64 800 объектов жилой недвижимости было выставлено для продажи в феврале месяце. И это показало нам на 0,3% меньше, чем это было в январе. Ну, здесь все очень просто, друзья, объясняется. Нет в разведке электричества, значит, что нет интернета. Совершенно верно. Поэтому мы декабрь, январь, февраль, уже 3 месяца констатируем факт, что предложения уменьшаются, ну, потому что люди банально не могут отсутствие электричества выставить в интернет для продажи свою недвижимость. Ну или не свою, там риэлторы выставляют. То есть мне это напоминает очень хорошо 90-е годы, как только Украина стала независимой, тогда интернета не было. И даже не в каждом доме, кстати, телефоны были. Ну, вот эти телефоны, я имею в виду проводные, которые. Так вот, тогда недвижимость продавали, это или сарафанное радио от знакомых, или же клеили всякие разные вот такие листовочки на заборах, на досках объявлений «продам» или «куплю». Вот примерно то же самое, наверное, происходит сейчас с рынком недвижимости. Ну, судя по тому, что интернет не работает или работает ограниченное количество времени. Итак, дальше, друзья, социальное жилье. Социальное жилье – это вторичный рынок. Буду говорить только о процентном соотношении, что произошло. Снижение минус 0,19% за месяц. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс подорожали, друзья, на 0,14%. Хочу обратить ваше внимание, друзья, и сделать акцент на этом. Впервые в январе месяце и уже теперь в феврале месяц мы увидели незначительное снижение стоимости квадратного метра. В данном случае социальное жилье – это самый недорогой сегмент рынка недвижимости. Также подешевел самый дорогой сегмент рынка недвижимости впервые. Это за год, который вы можете посмотреть предыдущее видео. Первичный рынок, элит-класс, но мы к нему сейчас вернемся. Итак, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Это всего лишь мое предположение, но действительно второй месяц подряд самый дешевый сегмент рынка недвижимости, социальное жилье, показывает незначительную, но все-таки динамику снижения. Это пока ни о чем не говорит, это колебательные процессы, но все начинается именно вот с таких колебательных процессов. Эконом-комфорт, бизнес-класс, вторичный рынок, повторюсь, подорожал на 0,14%. Средняя аренда, социальное жилье – это однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. Здесь мы сравниваем, естественно, поквартально. Сравнивали третий квартал 2025 года с четвертым кварталом 2025 года. Здесь мы видим динамика роста за квартал 1,78%. Переходя к первичному рынку квартиры эконом-класс, это предложения выставлены для продажи. Динамика роста плюс 0,24% за месяц. Первичный рынок комфорт бизнес-класс также подорожал на 0,61%. И внимание, друзья, впервые за год, также как и вот здесь видим, социальное жилье – это самый дешевый сегмент рынка недвижимости, вторичный рынок, так и самый дорогой. Это элитный класс первичного рынка. Также нам показал впервые за 12 месяцев снижение минус 0,34%. Повторюсь, это всего лишь колебательные процессы. Но все начинается именно с этих колебательных процессов. Переходим к следующему слайду и будем говорить уже не обобщенные данные, а такие декомпозированные, более подробные данные.
будем говорить о социальном жилье, вторичный рынок, перед вами карта города Киева в разрезе административных районов. Смотрим, что наибольше всего за период сравнения январь-февраль подешевела недвижимость в Деснянском районе. Ну, это спальный массив, друзья. Кто не киевлянин, я говорю для них, да, то есть это изначально недорогая недвижимость бюджетная и снижение минус 0,23% за месяц. Наибольше или наименьше всего подешевела недвижимость. Смотрим, где у нас Печерский район, да, Печерский район. Минус 0,12%. Ну, понятно, Печерский район – это самый дорогой район, и даже социальное жилье в силу своего нахождения в именно этом административном районе достаточно много, ну, стоимость достаточно высокая. Итак, в среднем за месяц по городу снижение минус 0,19% данного класса жилья. Следующий слайд, друзья. Здесь мы будем говорить о рынке жилой недвижимости на примере класса социальное жилье. Этот слайд, еще раз повторюсь, появился благодаря вашим просьбам, где вы просили меня: Андрей, пожалуйста, покажи, что произошло с начала войны с недвижимостью. И вот на примере класса социальное жилье давайте посмотрим, что же произошло с недвижимостью данного класса. Напомню вам, что в феврале 2022 года, это 24 февраля, началась война, а это поквартальные исследования. То есть первый квартал 2022 года, социальное жилье, вторичный рынок, стоимость 1121 доллар за квадратный метр. Ну и снижение, первый год войны, там порядка 8, наверное, 9% мы увидели снижение стоимости квадратного метра данного класса жилья. Второй год войны, друзья, ну, удивил всех, да, и я работаю с финансовыми учреждениями, и вот мои контрагенты, ну, с которыми я работаю, это риски, управление по рискам, звонили и спрашивали: Андрей, что происходит? Второй год войны, экономика разрушается, да, а стоимость квадратного метра незначительно, видим, да, где-то в каких-то кварталах показала динамику роста. То есть вроде бы, ну, все должно быть закономерно. Если разрушается экономика, то и рынок недвижимости действует в этой же логике. Но рынок недвижимости, помните, я вам говорил, что квадратные метры или квартиры – это всегда люди. Ну, люди живут же в этих квартирах. Так вот, люди, друзья, могут, что, просто напомню вам, да, могут неадекватно оценивать ситуацию, в которой они оказались. А так как они являются собственниками недвижимости, они могут вот неадекватно иногда поступать. И этот, ну, очевидный пример, красочный. Напомню вам, что 2023 год, с каждого утюга нам рассказывали, что война закончится. Ну, тех, кто забыл, напомню, что это контрнаступление. Харьковскую область освободили, Сумскую, значит, с Киевской области ушли войска Российской Федерации, с Черниговской области. Ну и, соответственно, нам говорили, что война закончится в этом году победой. Естественно, будем пить кофе, где на набережной Ялты. Ну и люди подвержены всем вот этим, так сказать, этому шуму статистическому, потому что люди социальное животное, причем это животное хочет жить хорошо. Я себя отождествляю с таким же животным, друзья, чтобы вы не подумали, что как-то уничижительно говорю о людях. Нет, все мы одинаковые. И когда тебе с телевизора и там со всех YouTube-каналов рассказывают, что все закончится очень быстро, то люди, естественно, которые продавали свою недвижимость в силу каких-то причин и обстоятельств, взяли и поставили рынок недвижимости на паузу, а иногда даже решили повысить чуть-чуть стоимость квадратного метра продаваемой своей недвижимости. А вдруг, ну, купят по завышенной цене, да? Поэтому только с этим связано повышение стоимости в 2023
2023 году. 2024 год был самый такой плохой для рынка недвижимости. Здесь процентов на 10 или 11, ну, можете посчитать, реперные точки есть, было снижение стоимости квадратного метра. И вот, друзья, внимание, что 2025 год прошедший, он с января месяца буквально показывал нам динамику роста. То есть вот мне это очень сильно напоминает 2023 год, где с какого-то перепуга, как я это говорю, здесь мы увидели стоимость квадратного метра. Ну, начала расти недвижимость в своей стоимости. И это уже, друзья, третий год войны. То есть это, ну, как бы не шутки, это с какого перепуга. Напомню вам, чем ознаменовался 2025 год. Ну, во-первых, это январь, там, февраль месяц, по-моему, в свою должность вступил Дональд Федорович Трамп, президент Соединительных Штатов, который очень много говорил о том, что он закончит войну то за один день, то за месяц. Ну и дальше наговорил тоже 30 бочек арестантов. И я вот все-таки предполагаю, друзья, что именно с этим связано ожидание людей, что война закончится. Люди начали опять вот это неадекватно фантазировать о стоимости своей недвижимости. Еще раз повторюсь, мы работаем с предложениями на рынке недвижимости. То есть люди, которые выставляют для продажи свою недвижимость, они ориентируются на что-то. То есть или сами мониторят рынок недвижимости, или же им риэлторы предлагают. И вот мы фиксируем вот эти большие цифры. Я вам показывал, там порядка 62 тысяч объектов жилой недвижимости попало в выборку. То есть это огромная выборка, это репрезентативная выборка. Она тем более классифицируется по классам, то есть она достаточно релевантная с точки зрения однородности. Поэтому я вот предполагаю, что прошедший 2025 год был также годом роста стоимости, и это было связано вот с теми геополитическими событиями, которые мы с вами наблюдали. Возможно, я не прав, не знаю, но начало 2026 года, друзья, показывает нам первый-второй месяц, в данном случае по социальному жилью, самый дешевый сегмент рынка недвижимости, незначительное снижение стоимости квадратного метра. Посмотрим, друзья, как будет дальше развиваться события. Подводя итоги, внизу табличка. Видим, Excel посчитал за вас и за меня, чтобы вы не утруждали себя. Сравниваем март 2022 года. 1121 доллар стоимость квадратного метра данного класса жилья. И уже в феврале 2026 года 1059 долларов за квадратный метр, что показало нам за 4 года войны, друзья, снижение все-таки на 5,53%. Вот так себя неоднозначно, друзья, ведет рынок недвижимости данного класса. Переходим к следующему слайду. Очень быстро пройдемся по аренде. Еще раз повторюсь. Это социальное жилье, сюда попали одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. Сравниваем третий квартал 2025 года с четвертым кварталом 2025 также года. Рост видим за квартал 1,78%, ну почти 2% за квартал, друзья, это достаточно много. Дальше будем говорить и сравнивать аренду с продажами и ну, сопоставлять два сегмента рынка, что же все-таки происходит. Я выскажу свои предположения, что будет происходить до конца первого квартала 2026 года. Следующий слайд посвящен эконом-комфорт бизнес-классу, вторичный рынок. Здесь мы увидели, друзья, незначительный рост, плюс 0,14%. Можете посмотреть по админ-районам стоимость квадратного метра в долларах. И в данном случае рост также за один месяц в процентном соотношении. Следующий слайд, первичный рынок квартиры эконом-класс. Также подорожали на 0,24%. Можете убедиться, сколько стоит квадратный метр на первичном рынке. Здесь в долларах даю стоимость квадратного метра. Ну и рост за один месяц также в процентном соотношении. Следующий слайд – это первичный рынок комфорт бизнес-класс. То есть это три класса попали в выборку. Рост плюс 0,61% за месяц.
В абсолютных цифрах можете посмотреть по административным районам стоимость квадратного метра и рост в процентном соотношении. А следующий слайд, завершающий, слайд о колебательных процессах длиной в 1 месяц. Первичный рынок, элитный класс. $2932 за квадратный метр. И, друзья, внимание, еще раз повторяюсь, впервые за 12 месяцев элитный класс показал нам, это самый дорогой класс на первичном рынке, показал нам динамику незначительную, но все-таки снижение. Минус 0,34%. Также посмотрите, сколько стоит квадратный метр в абсолютных цифрах. Видим, что из 10 административных районов только в 3 административных районах, и то Голосеевский центр, Печерский, Липки, Шевченковский центр, ну через слэш это локация, да, конкретно Голосеевский район большой, это центральная часть. Мы видим, что как сильно отличается стоимость недвижимости данного класса. Друзья, переходим к следующему слайду. Этот слайд традиционный. Это что произошло с недвижимостью за 1 год. Ну, сравниваем, видим, февраль 2025 год, класс социальное жилье, $1037 за квадратный метр. И февраль месяц 2026 года $1059 за квадратный метр. И вот можете помесячно видеть, как рос рынок недвижимости на протяжении буквально всего года. И последние 2 месяца, это январь-февраль, незначительная динамика снижения. В целом за год недвижимость данного класса подорожала на 2,12%. Также, друзья, мы вот здесь внизу, я и компания Alim Consulting готовим индексы рынка недвижимости для крупных иностранных банков, украинских, национальных банков. Что такое индекс недвижимости? Давайте я вам покажу вот здесь. В данном случае это вторичный рынок, класс социальное жилье, единичка, запятая 0,21. Индекс рынка недвижимости – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра во времени. Ну, в данном случае класс социальное жилье. Давайте покажу, как считается. 1059 делим на 1037, получаем рост в процентном соотношении за год 2,12%, или же вот этот положительный индекс. Единичка, запятая, 0,21. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам или по риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени, а я один из немногих в Украине, кто знает, как меняется стоимость недвижимости также во времени. Поэтому для того, чтобы вы можете меня найти в описании моего канала, есть телефончик, Viber, да, можно списаться, там созвониться, составим техническое задание, и вы будете раз в квартал получать исследования по всему портфелю. Мы говорим о недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства. То есть вы будете видеть, как меняется стоимость недвижимости, та, которая, в общем-то, находится в вашем кредитном портфеле вашего финансового учреждения. Вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, еще раз повторюсь, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости, причем всех классов, всех сегментов по Украине. Поэтому синергия наших зданий, друзья, поможет и вам в вашем сложном бизнесе, и мне дальше заниматься наукой, ну и развиваться компания Limb Consulting. Итак, друзья, запомните, плюс 2,12% в годовом измерении подорожала недвижимость, вторичный рынок. Переходим к последнему, наверное, слайду. Здесь мы сравним 2 сегмента. Это сегмент рынка, квартиры, выставленные для продажи, и квартиры, выставленные для аренды. Вверху это предложение. Я повторюсь, за год плюс 2,12% это социальное жилье. А вот внизу также класс социальное жилье. Здесь единственное, что мы сравниваем
поквартально, то есть квартал с кварталом. У нас, естественно, здесь будет четвертый квартал 2025 года, сравниваем с четвертым кварталом 2024 года. Ну, чтобы корректно это было. Итак, мы видим, что по росту недвижимости по предложениям всего лишь 2%, 2,12%. А вот по аренде, друзья, здесь все в долларах. Я перевел это все в доллары, чтобы мы, ну, как бы было все в долларах в одной единице измерения. Внизу смотрим. Одно-, двух-, трехкомнатные квартиры, четырехкомнатные в целом по городу Киеву за год показали рост 6,52%. Друзья, ну что я вам могу сказать? Это очень много. Это очень много. Почему я об этом так достаточно как бы уверенно говорю? Это в долларах. В долларах рост аренды 6,52%. Вот вы просто для сравнения пойдите в любое финансовое учреждение, которое работает на территории Украины, и узнайте, сколько, под какие проценты вы можете положить доллары на год. Ну, депозит открыть, да, на депозитный счет. Вы удивитесь. 1%, там где-то я видел полтора, но скорее всего это будет 1%. Услышали меня? То есть 1% вы получите доходность в долларах, если положите в финансовое учреждение. А здесь 6,52% я перевел это все в доллары, для того, чтобы единица измерения одна была. То есть это очень много реально. Очень много это было связано с тем, что Киев был переполнен. Помните, я вам рассказал историю о том, что 3,5 миллиона, как я предполагал, потому что я тогда жил и видел, что происходит в Киеве, находилось людей в городе. А они же должны где-то жить. Это квартиры, которые они снимали. Я думаю, что большая часть именно люди, которые снимали квартиры в городе Киев. Поэтому это вызвало вот такой рост в аренде. Поэтому я просто не сомневаюсь, и уже многие там YouTube-блогеры об этом пишут. Ну, YouTube-блогеры, они же такой в погоне за, называется, за этими самыми, за сенсациями. Я за сенсациями не гонюсь, но в следующих видео буду вам показывать. Ну, дождемся марта месяца. Поквартально мы делаем исследования, долгосрочная аренда. Но я уже сейчас вижу, что аренда медленно и уверенно снижается. Почему в городе, в котором нет света, воды и всех остальных прелестей, так сказать, ну, вот этого современного жилья, когда живешь на 25 этаже с видом, как шахеды тебе в окно летят, не в туалет сходить, потому что водоотвод не работает, воды нет, потому что электричества нет и насосы не качают на 25 этаж. То есть вот эта урбанистика привела к тому, что люди превратились в заложников, которые живут в каменных мешках. И жить в таком каменном мешке, еще и платить аренду за это, ну, это такого себе удовольствие. Поэтому аренда начинает медленно и уверенно снижаться. И я даже не сомневаюсь, что вот эта цифра в годовом измерении, это был пик, так сказать, пик по сдаче в аренде, по доходности. Сейчас мы будем видеть обратную историю, как аренда будет снижаться, как и снижается уже 2 месяца. Видим здесь верхний график, стоимость квадратного метра по предложениям. Друзья, ну что, пришло время, давайте я закрою, пришло время подводить итоги. Давайте я всего лишь мои предположения, да, это предположения, опять же, исключительно я в своих предположениях, или точнее прогнозах, всегда применяю метод многофакторного анализа. Я несколько элементов вам показал, как снижается аренда, я уже это вижу, да, как снижается незначительно на 2 месяца стоимость квадратного метра по предложениям, квартиры, которые выставлены для продажи. Я все-таки предполагаю, что вот у нас март месяц еще, мы увидим также где-то снижение жилой недвижимости, порядка, может быть, процента, полпроцента. Итого, в годовом измерении, сравнивая, помните, давайте я вам даже покажу сейчас, чтобы у вас это отложилось, включу еще раз, одну секунду. Так вот, в годовом измерении, давайте так, вот это мы, так.
годовом измерении у нас рост плюс 2,12%, вот показываю здесь, да. Я предполагаю, что в марте месяце мы увидим на 0,5% снижение стоимости квадратного метра, и сравнивая март 2026 года с мартом 2025 года, мы увидим где-то вот здесь, ну, возможно, 1,5% роста. То есть динамика затухающая, будет еще положительная динамика, но уже будет вниз сходящая такая. То есть мы будем видеть медленно, уверенно, как будет снижаться стоимость квадратного метра. Но это, друзья, всего лишь мои, так сказать, предположения. Время расставит все на свои места. Итак, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком жилой недвижимости, вам необходимо что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете ставить лайки, дизлайки данному видео, а еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга. И компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.